Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по пошиву вот такого замечательного текстиля. Шьется очень легко, быстро, никаких окантовок не нужно, это может быть абсолютно любое изделие, все зависит от размеров. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива я подготовила вот такие прямоугольники, вырезала их из остатков и обрезков. И для того, чтобы легче их было вырезать, смотрите, вот я, например, беру вот такие остатки, я вырезала шаблон из обычного картона, размеры у меня 10 на 5,5 сантиметров. Вот так удобно прикладываю, смотрю, хватает ли мне этого лоскута. Если вижу, что хватает, просто беру и обвожу. Затем беру ножницы и просто вырезаю по намеченной линии. Готово. Теперь я беру свои прямоугольники, складываю их парно, и я совмещаю их так, чтобы ткани были контрастные. Вот так, лицом к лицу. Вот тут нужно будет сделать строчку. Но для того, чтобы шить быстрее, я сначала раскладываю парно все лоскуты, то есть подбираю, что мне нравится, какой цвет с каким я буду сочетать, и раскладываю их вот так. Смотрю, если нравится, подходит, складываю и вот так в сторонку отодвигаю. Таким образом получается шить намного быстрее, нежели если бы я каждый лоскуток сначала сшивала и затем возвращалась за вторым, третьим и четвертым. То есть, конечно, можно по-разному делать, но я показываю, как делаю я. Сначала каждому лоскуту найти пару и только затем за машинку. И как вы видите, нитку я не обрезаю. Во-первых, это быстрее, во-вторых, более экономно. И вот таким образом я сшиваю абсолютно все прямоугольники между собой. Количество деталей может быть абсолютно разное, все зависит от того, какое именно изделие вы шьете и каких размеров. Как вы помните, я взяла размер 10 на 5,5 сантиметров, но это абсолютно не обязательно. Главное, чтобы когда вы сшили два прямоугольника, в итоге получился квадрат. То есть 5,5 с учетом припуска получилось ровно 10 на 10 сантиметров. И вот так, смотрите, я собрала. Теперь беру маленькие ножнички и вот так разрезаю. Очень экономно, быстро и удобно. Кстати, если вы заметили, закрепки я также не делала. Это все только потому, что каждая последующая строчка будет перекрывать предыдущую. Итак, после этого я беру каждый уже квадрат, разгибаю припуски и в разутюжку. Можно, конечно, и на одну сторону заутюжить, но так как у меня ткань разная по плотности, я предпочитаю так. И вот смотрите, вот такой квадрат, можно его поставить вот так, полоска соединения будет по горизонтали, или вот так, и она будет по вертикали. Выкладываю лоскуты по очереди, то есть одна полоска по горизонтали, следующая по вертикали. И так чередую. Первый ряд выложила, далее беру второй, и смотрите, если первый квадрат первого ряда у меня было горизонтальное соединение, то второй ряд начинается с вертикального. И точно так же я их чередую. Тут абсолютно нет ничего сложного, возможно, даже объяснить это словами тяжелее, нежели это делать на практике. Также я, смотрите, сейчас выкладываю и смотрю со стороны, как это выглядит. Если мне какая-то ткань не нравится, например, вот зеленый и зеленый, да, они вроде бы как близко друг к другу. Я могу на этом этапе еще поменять какие-то квадраты. Ну вот, например, вот так. Или же еще поменять. То есть, вот тут вообще очень рядом получается голубой, да, мне не очень понравилось. То есть вы выкладываете так, как нравится вам, и когда уже конечный результат вам нравится, вы подобрали те цвета, которые хотели, теперь нужно собрать ряды в полосы. Как я это делаю? Вот так лицом к лицу прикладываю, прошиваю. Далее отгибаю, беру следующий, прошиваю. И так собираю полностью весь ряд. Готово. Теперь иду к утюгу и разутюживаю вот эти получившиеся припуски. И также сшиваю
второй, третий и четвертый ряды. Сшила, припуски все разутюжила. Теперь совмещаю лицом к лицу уже готовые полосы, также совмещаю уголочки. На этом этапе я скалываю и прошиваю. Вот, пришила, все так же разутюжила и центральный уже шов. Складываю лицом к лицу. Опять же совмещаю, слежу, чтобы все было ровно и прошиваю. Все, готово. Вот такой у меня получился лоскутный верх. Размеры у меня 45 на 36 сантиметров. Но еще раз повторюсь, что размеры могут быть абсолютно разные, все зависит от того, что вы шьете. Далее я подготовила синтепон и ткань для обратной стороны. Синтепон у меня то ли 200, то ли 250, я точно не знаю. Это тоже в принципе не обязательно, вы подстраиваетесь под себя. Можно взять не только синтепон, но и любой другой утеплитель. И теперь мы будем собирать изделие. Сейчас очень внимательно, ничего не перепутайте. Лицом к лицу мы совмещаем лоскутное полотно и ткань для обратной стороны. Вот так. И далее сверху мы накладываем синтепон, ну либо другой утеплитель. Вот такой бутерброд должен получиться. Сейчас по периметру я делаю строчку, оставляем место для того, чтобы вывернуть. Прошила, вот так это выглядит. Обязательно делаем закрепки для того, чтобы это место не распускалось. И сейчас я вот этот лишний синтепон, который в припуске, я его срезаю. Вот так получилось. Готово. Далее беру и выворачиваю. И неважно, какого размера изделия вы шьете, главное, чтобы в это отверстие входила ваша рука. Тогда вы легко выверните без каких-либо усилий, и все будет ровненько и аккуратненько. Также вот я сразу пальчиками выравниваю уголочки, чтобы все вывернулось. И вот что у меня получилось. Вот тут я припуск немного заутюживаю, чтобы все было ровно, аккуратно. Можно, конечно же, закрыть потайным швом, но я по периметру делаю строчку на машинке. Вот, смотрите. Тем самым я закрыла отверстие, через которое выворачивала. И вот такая строчка у меня получилась. И далее, чтобы не было вот такого безобразия, смотрите, ну, не очень это правильно, все должно быть зафиксировано. Я выбираю место, которое мне нужно прошить. Смотрите, я могу прошить вот эти два квадратика по центру, ну, чтобы зафиксировать, да, либо вот так, что я, в принципе, и выбрала для себя. Ну, также можно как-то по-другому сделать, например, ну, вот так, или вообще вот просто вот этот центр по квадратам прошить. В общем, вы выбираете для себя, но вот это быть не должно, чтобы вы не шили. Все, смотрите, я сделала. Вот такая строчка. Прям в шов я ее делала. Все смотрится аккуратно, с лица ничего не видно, с изнанки вот такая красота. Это может быть как подушечка для новорожденного, так и полноценная большая огромная подушка. Можно сшить покрывало, одеяло, всевозможные подстилочки. Поэтому не ограничивайте себя и шейте с удовольствием. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем спонсорам моего канала. Благодаря вам ролики будут выходить чаще, больше и интересней. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.